Всем здорово! Что будет, если убрать геймерские привычки и доверить свою жизнь искусственному интеллекту? В этом видео мы перепройдем культовую миссию нашего детства и посмотрим, как она будет управляться, если бы проходил это ИИ. Докладываю о Макмиллане и предлагаю пройти слева. Но в этом случае нейросеть нам говорит следовать за капитаном. Любые сложности, которые будут у меня появляться, я буду перекидывать на ИИ. И вот первые враги, докладываем о них. На этом этапе ИИ разрешает нам ликвидировать врага, но взаимодействуя с командиром. Он убит. Спокойной ночи. Пошли. Первые испытания пройдены, пока что мы отлично справляемся. Докладываю о следующей ситуации, переключаемся на шаг и двигаемся за капитаном. Жди здесь. Противник у машины. Макмиллан предлагает нам ликвидировать цель, либо дождаться, когда она уйдет. Посмотрим, что нам скажет ИИ. Интересно, подход уткнуться в землю и не стрелять. Ну ладно, совершаем и посмотрим, что будет. Макмиллан предупреждает нас о двух целях. Но что же нам делать? Докладываем и получаем приказ стрелять в шею из-за веса пули. Попутно задержав дыхание, чтобы не сбиться. Прекрасно, прекрасно. Видим цель, не видим проблем. Что же нам делать? Ситуация критическая, но стрелять запрещено. Хорошо, слушаемся. Оператор командует хорошо, поэтому идем дальше. Но здесь случились первые трудности. Нам скомандовали медленно двигаться к капитану, но... Они приближаются. Открыть огонь. Окей, со второй попытки просто сидим в тени. И вот наступает легендарное поле. Как же здесь поступить? Здесь тактика похожая. Уткнуться стволом в пол и быть относительно близко к капитану. И молодец, мы остались живы. Идем дальше. Объясняю ситуацию, и нам дают цель на ликвидацию. Но главное условие это синхронно и сидя, чтобы не промахнуться. Как говорится, окей, выполняю. Спокойной ночи. Мне было интересно, что нам скажут сделать, но он просто сказал, слушайся капитана. Снайпер. Пожарная лестница. 4-й этаж. Здесь нам дают добро на ликвидацию и главное контроль сектора. И я удивился, и это казалось правдой. Я решил послушаться ИИ, обернуться и посмотреть, что сзади. И сзади оказался враг, который пас нас. Блин, а это дело. Гуляем по старым улицам Припяти и вспоминаем, как же было классно в 2007. Докладываем о дикой собаке. Нам говорят двигаться вдоль стены и соблюдать тишину. Пробуем, исполняем. И на нас не напали. И молодец. Окей, операция завершена, Припять осталась позади, а протоколы искусственного интеллекта выполнены. Нейросеть доказала, что она может быть гениальным тактиком. Она видит неочевидные маршруты и идеально анализирует окружение. Но эксперимент научил меня главному. Каким бы продвинутым ни был бы алгоритм, нажимать на курок и делать финальный шаг остается нам. Своя голова на плечах всегда важнее любых вычислений, потому что в конечном итоге нам предлагают вариант, но ответственность за это несем только мы. Доверяйте технологиям, но верьте в себя. Пишите в комментариях, какую операцию нам прочитать следующей. На связи был штаб. Конец связи.